Вечно молодой приветствует вас. Мне 47 лет. Предлагаю вам стать свидетелями моего эксперимента над своим телом. 1,5 года назад, при росте 1,70 м, я весил 75 килограмм. Как говорится, расслабился на старости лет. Не очень большой вес, но учитывая, что большую часть своей жизни я весил 65-67, мне было очень некомфортно. Я принял решение привести в норму свою физическую форму. Такая вот рифма. И вот уже больше года я регулярно, минимум 2 раза в неделю, занимаюсь в спортивном зале. Мой сегодняшний вес вы видите на экране. Напоминаю, мне 47 лет. Я не считаю калории, кушаю почти все, что хочу. Делаю, конечно, упор на здоровое питание, но и не ограничиваю себя в желаниях. Я считаю, что не так важно, сколько ты съел, важнее, сколько ты потратил. На этом я не хочу останавливаться, и сейчас я начинаю следующий этап своего спортивного роста. Данным роликом я хочу показать вам и запечатлеть свою физическую форму на момент начала активной фазы тренировок. По вашему мнению, для человека 47 лет я обладаю хорошей физической формой? Или ваш папа выглядит лучше? Конечно, я не лишен определенных возрастных изменений, но в целом я доволен своей формой. А вы пишите свое мнение в комментариях. Я надеюсь на вашу поддержку. Итак, давайте смотреть, что же я сейчас могу. Первое упражнение. Это отжимание от пола. Не нужно торопиться, я работаю в среднем темпе. В идеале нужно касаться грудью пола. В общей сложности я делаю 50 повторений. Это работа на отказ. Второе упражнение. Упражнение на пресс. Одновременное поднятие ног и туловища. На сленге упражнение называется книжка. Пальцами рук я касаюсь пальцев ног. Да-да, стараюсь держать равновесие. Я делаю 30 повторений. Это тоже работа на отказ. Третье. Ролик или колесо. Сложное и травмоопасное упражнение. В полную растяжку я его уже не делаю. Делаю, опираясь на колени. Опасно. 30 повторов. Тоже максимальная работа. Работа на отказ. Сейчас в кадре вы увидите моего тренера. Иногда я беру легкие гантели и начинаю отрабатывать удары. Как говорят боксеры, разбрасывать руки. Я считаю, что мышцы должны быть эластичными, выносливыми и готовыми к взрыву в любую секунду. Очень люблю это упражнение. Правда, не получается работать в полную силу. Больное плечо дает о себе знать. Как я получил эту травму, я не знаю. Мне кажется, что это какое-то возрастное изменение, ну или отголоски бурной молодости. Именно из-за травмы плеча в моих тренировках долгое время отсутствовало подтягивание на перекладине. Я его забросил и сейчас еле-еле делаю 10 подтягиваний. А цель делать столько подтягиваний, сколько мне лет. Пока у меня только одна цель – прийти в форму, которой я обладал, когда проходил службу в армии. В то время я выполнял специальный комплекс, состоящий из 4 упражнений, выполняемых по кругу без перерыва. Это комплекс тест Купера. Первое – это отжимание от пола. Второе – подтягивание ног к рукам в упоре лежа. Третье – уже известная вам книжка на мышцы пресса. Четвертое – выпрыгивание со сменой ног, руки за головой. 5 кругов по 20 повторений для каждого упражнения, всего по 100 раз. Чтобы добиться цели, нужно подготовить свое тело. И уже завтра для набора массы тела я начинаю принимать добавки креатин моногидрат и сывороточный протеин. Дозировка, рекомендуемая производителем. Протеин я буду принимать на ночь, креатин буду принимать утром во время завтрака и вечером во время приема протеина. Одновременно с этим я начинаю работать тяжелыми весами в зале, добиваясь прогресса по силе и набора мышечной массы.
У меня нет цели участвовать в соревнованиях, основная цель – увеличить силу и набрать массу. Для чего? Первое. Я так хочу. Второе. Вдохновить всех сомневающихся и показать людям моего возраста, что заниматься спортом можно и нужно в любом возрасте, а не только в юности. В зрелом возрасте это еще более важно. Подписывайтесь на меня, чтобы увидеть, удастся ли мне добиться своей цели. В комментариях расскажите о своей физической форме или форме ваших родных и близких. Делитесь этим роликом. Возможно, ваш отец, брат или просто друг хочет изменить себя, но считает, что ему это не удастся. Давайте дадим ему немножко мотивации. Следующий ролик выйдет во второй половине апреля. Он будет посвящен моему дню рождения и подведению промежуточных результатов. Напоминаю, что мне исполнится 48 лет. Всем мира, здоровья и достижения поставленных целей.